Всем привет! Это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим с Александром Эткиндом, историком, писателем, профессором Центральноевропейского университета, автором книг «Природа зла, сырье и государство» и «Россия против современности». Это я вам назвала только последние две книги Александра. Подписывайтесь на его соцсети, читайте его книги, покупайте его книги, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. И сегодня мы поговорим, конечно, с Александром о его последних двух книгах. И последняя называется «Россия против современности». Если можно, Александр, расскажите, о чем эта книга. И эта книжка военного времени, я написал ее уже во время войны. И рассказываю о том, как Россия пришла к этой войне. Тогда, если можно, вернемся к книге, которую вот я одну из последних прочитала. Это «Природа зла, сырье и государство». И скажите, мы с вами еще даже до того, как начали говорить об этом интервью, вы мне посоветовали прочитать полностью книгу. Я читала ваши статьи на эту же тему. И как вообще на современную политику, вы считаете, влияет обладание теми или иными ресурсами? И есть ли какие-то, вот большая вероятность, например, что страна станет диктатурой, например, от того, что у нее есть какие-то определенные ресурсы? Да, тут есть такие, корреляции, говоря учеными словами, и они довольно сильные. И это, к счастью или к сожалению, не мое открытие. На эту тему работали многие ученые, и, так сказать, это бесспорный факт. Я это описываю как такое некоторого рода обобщение, что разные природные ресурсы имеют разные политические свойства. То есть страны, которыми обладают или специализируются на этих ресурсах, вырабатывают определенные социальные институты, которые довольно далеко эти соотношения идут. И я начинаю в книге с самых простых и общеизвестных ресурсов, такие как зерно или древесина, и иду через всю историю фактически человечества и кончаю нефтью и газом. Если вы спрашиваете меня сейчас о современной политике, то, конечно, речь идет о нефти и газе. Такие государства, которые экспортируют нефть или газ, называются петрогосударства, как петролиум. И да, действительно, в них чаще, чем других. Ну, а другие государства – это те, которые покупают у петрогосударств. Вот эту самую нефть и газ – это государства-потребители. То есть примерно речь идет о членах ОПЕК, или вот сейчас, несколько лет назад появилась ОПЕК+, и это ОПЕК+, уже включает Россию, и практически все, действительно, почти все государства, которые экспортируют нефть. Это не организация стран, которые экспортируют нефть. И вот те страны, которые экспортируют нефть, это именно они называются петрогосударствами. Да, они чаще оказываются авторитарными, и в них там всякие показатели транспарентности или свободы печати, там другие похожие индикаторы, они существенно ниже, чем у стран, которые покупают нефть. И эти страны чаще начинают войны. И это происходит, это статистика, она охватывает, это свежая статистика, которая охватывает типа 2 десятилетия нашего века, 21 века. Статистика довольно большая. А с чем это связано, что они чаще начинают войны и чаще у них есть диктатура? Как вы это объясняете? Я думаю, что довольно понятно, что если государство зависит от налогов, что такое налог? Это часть труда граждан. И вот люди работают, кто-то фермерами, кто-то дизайнерами, кто-то там IT, кто-то профессорами и так дальше. Все платят налоги. И да, действительно, люди заинтересованы в том, чтобы контролировать эти налоги. Они всегда могут сказать «нет налогов без представительства», как когда-то сказали в годы американской революции. 2 с лишним столетия назад. Типа, значит, добиваться того, чтобы все демократические представители, которые определяют то, как расходуются налоги, то есть частицы моего труда,
И я буду добиваться того, чтобы я знал, как это происходит, так сказать. Ну, чаще всего это получается, иногда это не получается. Так сказать. Мы видим, что демократия имеет свои проблемы в самых, даже в тех странах, которые имеют наибольший опыт. И стабильность демократических процессов. Но противоположная ситуация, когда государство получает свой бюджет годами, десятилетиями не от труда граждан, а из природы, от природных ресурсов, которыми это государство владеет. Граждане, получается, не очень-то и нужны этому государству, по крайней мере, в мирное время. Но начинается война, так сказать, все меняется. Оказывается, что граждане все равно очень нужны в качестве пушечного мяса. Но пока, так сказать, идет ну, обычная мирная жизнь, или ее можно, оказывается, считать, наверное, подготовкой к войне, у петрогосударств оказываются ну, большие, мало чем ограниченные э, финансовые резервы, которые позволяют им самому государству, не людям, которые населяют это государство, а самому государству, самому аппарату государственному, ну, принимать решения, делать инвестиции, значит, войну, покупать оружие, мобилизовывать солдат и так дальше. И, наконец, объявлять войну. То есть в государствах речь идет об очень простых вещах, об очень материальных вещах, о самой основе существования этих государств. В этом, я думаю, ничего сложного нет. Если бы не было этих денег, петрогосударства бы не начинали войны, просто они бы не могли этого сделать. Еще такой вопрос. А почему даже небольшие периоды свободы в таких вот странах, ну, например, даже как Россия, да, они все равно потом быстро заканчиваются периодами несвободы? Ну, я говорю вот про 90-е, или там даже 17-й год там был, ну, какое время там было между монархией и диктатурой, так сказать, большевиков. Почему быстро очень эти периоды заканчиваются? Как вы это объясняете? Ну, это уже не имеет отношения к природным ресурсам и к моей книге «Природа зла». Это не имеет отношения, это имеет отношение к каким-то другим ну, текстам, которые я писал. Россия – это империя, она была империя, это, честнее всего, это было, когда она называлась Российская империя, как назвал ее Петр I. Потом, после революции 17 года, стал называться Советским Союзом, потом стал называться Советский Союз, тоже, значит, распался, стала называться Российская Федерация. Но Российская Федерация тоже распадется, что-то будет вместо этого. Как-то будет называться еще те государства-наследники, которые появятся на этом месте. Или их, наверное, будет немало. Но до тех пор, пока государство остается империей, в нем не может быть демократия или свобода. И, в общем-то, так оно и в исторических империях. Британская империя, там, Французская империя. Свобода печати или демократические институты, все парламенты развивались в метрополиях. А в колониях, ну, как Индия, например, или Алжир и так дальше, демократическое развитие всячески ну, препятствовало, было остановлено кем? Империей. Потому что действительно, какой может быть, ну, самый классический пример – это американская война за независимость. Вот Америка была колонией Великобритании. Значит, в ней стали формироваться демократические институты, страна оказалась довольно богатой, бурно развивавшейся, зависящей от труда своих граждан, которые в какой-то момент сказали: нет, мы не будем платить налогов, если у нас не будет представительства в британском парламенте. Если у них будет представительство в британском парламенте, эти люди добьются того, что Америка отделится парламентским решением. А британский парламент признает независимость этой колонии. Значит, это невозможно, чтобы у колонии были такие же ну, гражданские права, политические свободы, автономное самоуправление, как у метрополии. Ну да, вот поэтому началась война.
И, так сказать, ну, если бы Америка проиграла войну, она бы осталась колонией. Америка выиграла войну, она, так сказать, она стала независимой страной. Ну, то же самое происходит и в России, только между метрополией и колонией нету огромного океана. Кстати, тут все, вот есть сухопутные границы, или они два обозначены на карте. Все это текуче, все это, так сказать, легко контролируемо с метрополией. И соотношение сил, ну, неравное. С одной стороны, Москва получает нефть из Западной Сибири и торгует и по всему миру. А с другой стороны, ну, Чечня а, или другие области, или республики претендуют на независимость. Значит, надо эту независимость подавить. Ну, это значит, что демократии не будет уже и в самой Москве. Так что до тех пор, пока Россия была или остается империей, в ней невозможно развитие демократических институтов. Если бы она была демократией, то она бы мирно и на основе всеобщего согласия распалась бы на несколько составных частей. Так я это вижу. То есть вы намекаете на то, что там чеченская война в Чечне, она была в том числе за контроль над нефтяными месторождениями? Нет, я совершенно не Не? намекаю. А То есть там что? в А Чечне были как? А за что была тогда война в Чечне, как вы понимаете? независимость Чечни, так сказать, это была, чеченцы так и называли ее, война за независимость. Там действительно в Чечне конкретно была нефть, но такого рода конфликт мог оказаться в соседней республике, в которой никакой нефти нету. Он бы кончился, наверное, ну так же, или как-то еще иначе кончился. В истории все происходит каждый раз по-разному. Но к этой войне нефть уже никакого отношения не имеет, и природные ресурсы тоже к ней не имеют отношения. Вы меня спросили о большом периоде российской истории. Вот была Российская империя, был Советский Союз, есть Российская Федерация. Почему демократические институты оказываются такими нестабильными? К нефти это, естественно, не имеет отношения. То есть сейчас это имеет отношение к нефти, а раньше не было ни нефти, ни подобных механизмов, о которых мы говорим. Но да, демократические институты каждый раз оказывались подавленными политической волей империи. Хорошо, тогда такой вопрос. С другой стороны, отсутствие ресурсов может повлечь за собой внезапное падение или исчезновение даже государств. И вы приводите интересный пример про шкурки белок в Великом Новгороде и овец, по-моему, да, на что, как повлияла шерсть, которая появилась в Великобритании, на падение Великого Новгорода. Если можно, расскажите эту историю, потому что она меня удивила очень. Я не знала о ней. Да, но это довольно сложная история, они, конечно, лучше читать в моей книге, но ранние государства, которые существовали на месте, ну, в Центральной России, действительно зависели от Пушни, например, так же, как сегодня Москва зависит от сибирской нефти. То есть люди, ну, как тогда и так и сейчас, все работали, все там чем-то занимаются и занимались. Кто землю пахал, кто там а, а, распоряжался, кто командовал там, солдатами, дружинами или подсчитывал государственные доходы. Чиновники там, значит, сегодня бюрократы. И ну, кто-то торговал, кто-то ничего не делал, как это водится. Но государство в обоих случаях существовало за счет природного ресурса. Кстати, вот тогда, который оно экспортировало в Европу. В 15-17 веках это были шкурки, ну, шкурки белки, потом это были шкурки соболя, потом еще какие-то шкурки. Все это я очень подробно рассказываю в моей книге. Ну, если говорить о ранней истории этого дела, когда существовало новгородское государство, в котором, да, существовали начала демократического самоуправления.
Это была часть Ганзейского союза, то есть в Новгороде была прямо фактория Ганзы, там сидели немцы, которые как паковали эти шкурки, миллионами беличьих шкурок, вот, и вывозили их в Европу. И за счет этого государство, новгородское в данном случае государство, получало оружие, твердую валюту, если там случался недород, получало и продовольствие, всякие предметы роскоши для элиты и так дальше. А из этих шкурочек, из этих белок по всей Европе делали просто одежду, верхнюю одежду. Кстати, всякие там сорочки, рубашки, кафтаны. Эта шкурка белки довольно тонкий и ну, мех, он легко шьется, он гибкий. То есть, если представить себе кафтаны с такого материала, то ну, он как бы дает тепло и защиту. Вместе с тем понятно, что он гораздо тяжелее, чем одежда, сотканная из шерсти. Так что, когда появилась шерсть в достаточное количество, а это тоже произошло не сразу. Это пришло из Испании, эти овцы определенных пород, о чем я тоже подробно рассказываю в моей книге. Потом, кстати, доминирующей в этом хозяйстве в шерстяном хозяйстве Европы стала Англия. То спрос на эти белки, да, действительно, он упал. Потому что торговля природными ресурсами обычно заканчивается не тогда, когда кончаются эти ресурсы. Скорее всего, что они вообще никогда не кончаются. Ну, как, естественно, белки там в Северной или Центральной России, они не могли кончиться. Но спрос на данный ресурс падает в связи с тем, что ну, где-то среди потребителей появляются альтернативные замены этому ресурсу, которые либо теплее, там, либо тоньше, либо дешевле, либо все вместе, как это случилось в тот раз. Да, и вот новгородское государство лишилось источников, ну, жизненно важных источников своего существования. Оно уже не могло конкурировать с соседями, например, с Москвой. Ну да, то есть по факту государства все-таки должны иметь какие-то, хоть какие-то источники, да, пополнения бюджета, кроме налогов, мне кажется, что все-таки, ну вот и прочитав вашу А книгу, мне совершенно не кажется, факт. В совершенно не современном факт, мире вы считаете? большинство государств, в современном мире большинство государств не имеет никакой нефти, там не имеет никакой руды и, в общем-то, не нуждается в этом, а существует за счет труда своих граждан. Где-то развивается IT, где-то развивается сельское хозяйство, где-то Ну, сельское развивается... хозяйство это тоже как бы ресурс. Ну, Сельское плодородная хозяйство, земля это тоже ресурс. сельское хозяйство да, так сказать, зерно это тоже или любое продовольствие тоже требует ресурсов, удобрений и так дальше. Но прежде всего, как знает любой человек, который работал в огороде, это требует труда человека. А если можно, расскажите, как на территории России менялась вот эта карта? Потому что ну, у нас был такой предмет, кстати, в институте, он назывался «Размещение продуктивных сил», где описывалось, да, какие есть ископаемые, какие есть заводы, как они могут их производить. Единственное, что мы, конечно, не рассматривали это в историческом плане, а у вас в книге вы прям рассматриваете в историческом плане, причем многие территории. Ну, давайте уже, если можно, сконцентрируемся на России, как менялись эти ресурсы и как это влияло на государственность. Сначала была там, да, древесина, пожалуй, и пушной зверь, по-моему, первые на территории России, первые как бы ресурсы, которые Россия торговала на импорт. На На экспорт, экспорт. да, извините, на экспорт. Ну, я думаю, надо начинать с зерна, вообще-то, с продовольствия, которым очень редко, ну, в современном мире, естественно, им торгуют, если появляется избыток продовольствия, но там, в древние времена, в средние века и даже в новое время продовольствием ну, торговали только на местных рынках, не торговали на дальних рынках, потому что, ну, как его вывезешь, оно гниет, оно портится. Довольно важная тема моей книги, что возить или торговать на дальних рынках, экспортировать, импортировать. Может только такое сырье, которое ну, устойчиво к перевозке, к транспортировке на дальние расстояния. Транспортировка идет либо по морю, там свои факторы, там сырость и так дальше, либо по суше. Это обычно очень долго происходит и требует гораздо больше энергии тоже. Лошадей или там быков.
Ну, в любом случае, типа, ну, металла можно вывозить, и это, кстати, их всегда вывозили еще с римских времен, потому что они, с одной стороны, не портятся в трюме, а с другой стороны, представляют достаточную ценность на килограмм веса. А, например, зерно, оно и гниет там. И вместе с тем зерно можно производить в разных местах. И там и на островах, и на континенте, и так дальше. То есть, поэтому им торговали зерном уже там только в поздней античности. В общем, это довольно сложная ну, такая историческая экономика, которая сейчас вряд ли интересна нашим зрителям. Но смысл в том, что если говорить о России, как и, кстати говоря, об Украине или о балтийских странах, в течение столетий все эти земли жили натуральным хозяйством. То есть люди работали на земле, пахали, сеяли, собирали урожай и потребляли его на месте. Что-то, что у них накапливалось, они с удовольствием продавали на городских. Это было такое соотношение между расстоянием, на которое люди могли перевести, с выгодой для себя перевести эти а, ресурсы, и характером этого ресурса. Насколько он ценен, насколько он тяжел, насколько он устойчив. Но что касается государства, государства недостаточно вот этих местных рынков. Ну, конечно, всегда пыталась обладать технологиями, но этого было недостаточно. Государству нужны были большие товарные потоки для того, чтобы вывозить ну, ценные, не портящиеся, редкие ресурсы, такие ресурсы, которых нет в других странах. Тогда вот эти другие страны готовы покупать эти ресурсы. Ну и вот тогда, если где-то появлялись такие, значит, такого рода сырье, там формировалось государство. Или наоборот, государство приходило, может быть, с другой стороны света, туда, где эти ресурсы были. Например, чай или хлопок, или опиум, или что-то еще подобное другое, что вот есть только в этих местах. Сахарный тростник является образцовым примером. А он растет только на определенных островах Атлантического океана. Зато сахар нравился всем. По всей Европе не было никакого сахара. И это был очень ценный ресурс, который можно было перевозить через океан. И он, кстати, если не было кораблекрушения, конечно, он не портился в трюме. Да, и вот на этом росли целые империи, как, например, Британская империя. Вот сахар, чай, попозже опиум были главными источниками богатства. Но каждый раз, так сказать, что-то происходило, и это было всегда связано с развитием новых технологий. Ну, например, конкуренты Британской империи в германских странах изобрели сахарную свеклу. Вот этот овощ, который, значит, ну, рос на огороде, его потребляли, например, так же, как потребляли морковку. Но оказалось, что селекционеры сумели, значит, вывести такой сорт свеклы, который конкурировал с тростником. И за этим сахаром не надо было плыть за 3 моря. А он прямо, значит, был доступен в Центральной Европе. И это был мощный фактор, который ну, в большой степени подорвал бюджеты Британской империи. В общем, как-то так это все развивалось, и на многих примерах, больших и маленьких, я это рассматриваю. Так, и я еще тоже обратила внимание на ваш пост по поводу того, что, по-моему, Вячеслав Иноземцев, да, написал о том, что нужно снять санкции с углеводородной отрасли Российской Федерации. И вы откомментировали, что это не в интересах, на самом деле, мирового сообщества и уж точно Украины. Ну, сугубо в интересах России. А вы можете аргументировать... Я с вами согласна, но вы можете аргументировать вашу позицию? Ну, это, по-моему, очевидно для всех, что санкции работают. Они работают не так хорошо, как хотелось бы Украине, или не так хорошо, как хотелось бы мне или вам. Но, тем не менее, они работают, и нефтегазовые доходы с февраля 2022 года Российской Федерации снизились ровно вдвое. Это, так сказать, там происходит не каждый месяц, это снижение, происходит по-разному для газа и для нефти. Много всяких важных подробностей, которые знают экономисты, их положено знать, конечно, каждому политику сегодня. Но
Все это, ну, так или иначе, это работает. Естественно, если снимут санкции, то они обратно вернутся, они снова увеличатся вдвое. Так сказать, в России будет вдвое больше денег на то, чтобы покупать китайское оружие или чипы, или что там еще. Им не хватает на фронте. Я думаю, что не хватает очень много. Да, безусловно, я с вами согласна. Смотрите, я еще хотела у вас спросить, так как вы же психолог также по образованию и преподаете, в том числе, мне кажется, психологию. Нет, нет. Нет, нет, вы сейчас не преподаете психологию. Ну, просто ваша первая книга про Фрейда, поэтому я так и... Первая книга про Фрейда, она вышла в 1993 году. Тогда, Да, я да, думаю, да, да, многих да. зрителей на свете не было. Ну, тем не менее, вы Психологию я никак не преподаю. не преподаете. Как бы Ну, рождаются мифы, с которыми каждый раз мне как бы надо, так сказать, объяснять. Нет, там, типа, я не психолог, нет, там, это не так. Ну, хорошо, давайте дальше. ну, не, просто был вопрос, что делать с ПТСР у гражданских. Потому Что что он делать? сейчас... Что делать с посттравматическим синдромом, вот этим поствоенных у гражданских? Потому что я вижу его в Украине, причем, мне кажется, мы и сами здесь находимся в этом ПТСРе постоянно. Но он же сейчас появляется и у граждан России, которые живут в приграничье. Ну, конечно, любого человека, который находится под бомбежкой, условно говоря, или у которого там погибли близкие или просто знакомые люди, или сарай сгорел. Ну да, у них появляются определенного рода психологические реакции. Ну, в каких-то случаях они требуют помощи, врачебной помощи, врачебного вмешательства. Ну, что делать с этим? Это огромная специализированная область там медицины и психологии, действительно. Ну, то есть вы рекомендуете обращаться к психологам, я просто к этому, потому что у нас в Украине это не очень принято, а в России, я думаю, подавно не очень принято. У нас сейчас есть большие штаты социальных психологов, в основном, конечно, очень много для военных, но в том числе есть и для гражданских. Я так думаю, что во время войны не до психологов. И все равно А, есть необходимость, мне кажется. Ну, Может быть, и есть необходимость, мало в чем еще есть необходимость, но во время войны, естественно, приходится экономить на всем. Но после войны, так сказать, когда она наконец закончится, когда-нибудь уже это произойдет. Да, как бы мы увидим там тысячи, миллионы скорее, десятки миллионов людей, которые продолжают нести на себе отпечатки войны. Физические, значит, там, раны, травмы и прочее, и психологические. Да, конечно, с ними надо будет что-то делать. Появится фактически новая специальность там. ну А, вы думаете, что вот эти часто, о чем сообщают СМИ, публикации о том, что там бывший боец СВО, который там приехал, убил там маму, сожительницу, соседей, это вот в том числе связано с тем, что ПТСР у военных он еще более серьезно проявляется, нежели у гражданских. Это связано со множеством других вещей тоже. Типа, если какая-то часть этих солдат являются бывшими заключенными, преступниками. Но это в России это, так сказать, довольно серьезный процент участников СВО. Но я знаю, что в Украине тоже сейчас начинают, какое-то время назад Ну начали да, но у нас рабовать. несколько тысяч, и мы не берем убийцы и насильников. Правильно делаете. Но у каждого человека сложная, мягко говоря, сложная биография. Но смысл тут, опять-таки, не психология. Смысл в том, что после больших войн, например, после войны во Вьетнаме, в Соединенных Штатах Конгресс принял очень большую, очень дорогостоящую, там столько-то миллиардов на нынешние деньги. Программа называлась GI Bill. Это трудно перевести, но смысл в том, что ветеранам, которые прошли через войну, это начало работать после Второй мировой войны и работало всю дорогу до Вьетнамской. Вот ветеранам, которые прошли через войну, отличились они там или не отличились, неважно. Вот они были на войне. Им оплачивалось образование там высших университетов. Куда они поступили? Они поступил в Гарвард, себе это оплачивается. Поступил в какой-нибудь заштатный колледж, себе оплачивается это образование.
Значит, после этого им давали всякие привилегии при поиске работы, там, платили за их жилье и так дальше. Это очень, очень большие государственные деньги. И в результате получились, ну, потрясающие результаты. Ну, например, Генри Киссинджер был вот таким ветераном, который закончил Гарвард только благодаря этому ну, закону. Не было бы этого G.I. Билл, не было бы Генри Киссинджера. И таких людей было, ну, это тоже очень известных в разных областях там, науки или политики. Сотни тысяч известных имен. Психология здесь важна, так сказать, но я думаю, еще гораздо важнее, так сказать, такая базовая помощь государства в отношении людей, которые там проливали кровь или еще как-то пострадали из-за действия этого государства. Ну, я не говорю о репарациях и контрибуциях, которые, так сказать, являются ну, совершенно другой проблемой. Ну, о них мы еще тоже услышим не раз. Я говорю о помощи ветеранам. Ну да, и психологическая помощь, так сказать, среди других форм помощи. Вот помощь в образовании, помощь в получении новых профессий. То есть люди там провели, там, условно говоря, 5 лет на войне. За это время ну, на гражданке там, их область деятельности, ну, допустим, IT продвинулась там далеко вперед. Значит, он возвращается в эту IT. Ему нужна ну, переподготовка. И у него нет денег за это платить. И это несправедливо, что он за это платит. Я думаю, что это касается любых ветеранов украинских, американских и в перспективе российских. Но, вот, естественно, мы не видим того, чтобы такого рода помощь оказывалась. Опять-таки, она и не может оказываться во время войны, потому что во время войны другие приоритеты. Вот после войны это станет первостепенной задачей. Да, главное, чтобы она закончилась. Кстати, а как вы думаете, она закончится? Вы видели, да, какие были заявления и Бориса Джонсона, и Трампа, и Орбана, который летал, челночной дипломатией занимался и в Китае, и к Трампу, и в Москву, и в Киев. Ну, сейчас идут выборы в разных странах. Пока идут эти выборы, война точно не закончится. Потом, так сказать, дальнейший ход переговоров и разного рода переговоров о военной помощи, переговоров о, значит, условиях мира, переговоров о наказании агрессора. Ну да, все эти переговоры будут зависеть, естественно, от перемен в политическом лидерстве в Европе и в Америке. А, Вероятно, что и в России, возможно, что и в Украине. Мы говорим сейчас о том, что произойдет через годы, может быть, и через десятилетия. Пока что война будет продолжаться. Вот я у вас в новой книге уже увидела интересный термин палеосовременность. А что это? Ам, Так я назвал современность 20 века, когда, ну, это как палеонтология, условно говоря, древняя современность. Советский Союз или даже Соединенные Штаты Америки, вот эти огромные закопченные города, царство чугуна и нефти и бетона, и все это росло бесконечно, и уперлось в потолок, больше нам расти некуда. Так что нынешняя современность является совершенно другой, противоположной палеосовременности. Такой смысл моей книги. А Россия сопротивляется этому переходу. Речь идет об экологии, об экономике, о технологии и ну, обо всем буквально, и о политике, о военном деле. Россия хочет оставить весь мир вот в том прежнем состоянии. Еще интересно ваше мнение, потому что меняется очень сильно риторика по сравнению с тем, как это было вот на излете уже Советского Союза по поводу ядерной войны. Там вся риторика Советского Союза, хоть они в этот момент помогали строить ракеты Северной Кореи, там какие-то ракеты отправляли на Кубу, они, тем не менее, выступали против ядерной войны и не размахивали так вот впрямую ядерной дубинкой. А здесь мало того, что сама война ведется вокруг атомных объектов, да, и Чернобыльская АЭС, и захваченная Запорожская АЭС, которая находится там якобы в восстановленном состоянии, но не совсем в правильном восстановленном состоянии, если честно. Ну, из того, что мне говорили сотрудники Укрэнерго, Энергоатома. Вот.
Почему сейчас риторика российских официальных СМИ с постоянными угрозами не только Украине, но и Западу ядерным оружием? Почему так происходит? Почему это отличается от Советского Союза даже в риторике? Да, это заметное отличие, но современная Россия многим отличается от Советского Союза. Тут Советский Союз вел там бесконечную войну в Афганистане, но не угрожал Афганистану ядерным оружием, это правда. Но, тем не менее, да, была политика ядерного сдерживания. Шла десятилетиями, ну, это было главное содержание холодной войны. И в этом смысле ничего не изменилось. То есть, как были эти расчеты боеголовок с обеих сторон, направлены на гарантированное взаимное уничтожение, так и сейчас эти подсчеты остаются в силе. И, ну и прочее, так сказать, обе стороны следят друг за другом, обе стороны очень боятся друг друга. И в этом смысле не изменилось ничего. Но холодная война действительно не перешла в горячую войну. То есть там были так называемые прокси-войны во Вьетнаме, в Афганистане, было вторжение советских войск в Чехословакию и так дальше. Но Третьей мировой войны не случилось благодаря политике ядерного сдерживания. Сейчас все то же самое, как бы в этом смысле ничего не изменилось. Но действительно переменилось, как вы точно заметили, то, что называется политической риторикой. Речь, угрозы, размахивание кулаками. Это изменилось довольно сильно. Ну, почему это изменилось? Так сказать, по тем же причинам, почему изменилось. Да, ну, в общем-то, все остальное тоже изменилось очень сильно. Сама война началась по тем же самым причинам. По каким? Отсутствие идеологии, присутствие меркантильных интересов или что? Ну, отсутствие идеологии это вряд ли является причиной для начала войны. Мало ли у кого нет идеологии. Не-не-не, я имею в виду разница между Советским Союзом и Россией сейчас. В Советском Союзе какая-никакая была коммунистическая идеология. Правда. А здесь ее абсолютно нет. А тут сугубо меркантильные интересы движут сейчас, ну, мне кажется, в общем, российской элитой. Аж чем уже движет самого Путина, я не знаю. Тут, наверное, надо к психологам. Я не так в этом уверен. Кстати, нам всем казалось, конечно, что это так. Но ход войны и санкции показал, что ну, эти люди, так называемая элита, условно говоря, тысячи семейств московских, ну, потеряли очень много в ходе войны. Вот потеряли свои виллы там в Италии или где-то еще, там яхты, виноградники. В общем-то, все, что они там, боюсь, что все, что они любили, они потеряли. Осталось то, что они не любили. Ну, они за это держатся, и, так сказать, они чем-то они, значит, руководствуются, ну, страхом, понятно, но есть, наверное, что-то другое, ненависть, условно говоря, силы зла, которые ими там движут. И понять их довольно трудно. Так сказать, я там в последней моей книжке я много страниц потратил на то, чтобы как-то, значит, это описать на разных примерах, используя психоаналитические термины, типа фетишизм или что-то в этом роде. Но все равно это остается непонятно. Ну, как фетишизм, на самом деле, понятен только фетишисту. Так, и понять это довольно сложно. Фетишизм, это вот, условно говоря, расширение границ. Вы относите это к фетишизму, вот этот флаговтык, который постоянно делают российские войска, которые полностью разрушают город, зато на его развалинах ставят флаг. Ну, флаг, нет, я думаю, скорее надо по части садизма, что ли, финализировать. Нет, фетишизм это... В чем фетишизм, если можно? Я эту книгу не читала, к сожалению. Вы мне прислали вот «Природу зла», я ее прочитала, эту не прочитала еще. Советую нашим зрителям это сделать. Да, спасибо, я тоже советую это сделать. Но книжка не про фетишизм, прямо скажем, но там упоминается это дело в связи с Крымом. Вот Крым оказался таким фетишем, который, ну, не имеет рационального смысла. Ну, какой смысл в этом обладании Крымом? Всесоюзная здравница, так она всегда была здравницей. Там, значит, туда ездили миллионы людей. 7 миллионов в год ездил туда из России до 2014 года.
Ну что, база военно-морского флота, так сказать, вот она же была в Севастополе, она принадлежала России. Теперь ей невозможно пользоваться. Ну и так дальше. Вот есть такие, да, значит, это слово фетиш было когда-то придумано для вот таких совершенно непонятных, но страстных действий или желаний. Ну, вот когда типа мужчина любит не женщину, а ее каблук. И, так сказать, вот вся страсти, вся энергия человека направлена на такого рода непонятную деталь, называется, часть вместо целого. И эта страсть, да, она непонятна, никому непонятна. Но типа психиатры, старые психиатры, это все 19 век, ну, придумали вот такое обозначение для такой иррациональной страсти. Ну, вот примерно с этим я провожу такую аналогию для того, чтобы как-то описать то, что невозможно понять. Ну, мне кажется, он, в принципе, Путин же хотел получить всю Украину ему не удавалось сразу получить, поэтому они, собственно, взяли то, что плохо лежит, тем более, что у них там были свои войска. Просто Крым в тот момент был самым простой точкой захвата для создания дальнейшей дестабилизации в Украине, на Западе. Вы же помните, тогда Запад никак не реагировал, там американцы отговаривали вообще защищать, что у вас там недостаточно войск сейчас. Ну, я с ними согласна, это было правда. Тогда действительно было недостаточно войск даже к тем 20 тысячам, которые находились уже в Крыму и потом поехали в виде вот этих, как он называл их, зеленые человечки, там, вежливые люди, зеленые человечки, казаки какие-то якобы. Понятно, уже сейчас мы понимаем, что это все были российскими спецслужбами организованные подразделения. То есть с рациональной точки зрения они были правы. С другой стороны, зачем им Украина? Ну, тут тоже вопрос спорный. Но вы опять-таки в своей книге говорите также о климате. И я слышала от одного моего знакомого, который еще находился на оккупированных территориях не так давно, в Донецкой области, не в Крыму, а там в Донецкой и Луганской области, вот в этой части. И он говорит, что привозили военные российские даже свои семьи, потому что эти семьи, они там ходили по улицам и говорили: ой, у вас тут абрикосы, мы такого никогда не видели. То есть, может быть, просто хотели сместить население в более южные регионы, я не понимаю. Нет, вряд ли дело в этом. Да и, в общем-то, там все, ну, там абрикосов больше не будет еще, ну, в этих минных полях или просто, значит, среди бетонной пыли, в которую превращены эти города, там съедобных абрикосов не будет еще много лет, если не десятилетия. Это все равно как абрикосы там есть в Чернобыльской зоне. Так, ну да, вот в Мариуполе, значит, вроде как стали строить какое-то, значит, жилье, предназначенное для гражданских лиц. Но далеко это не пошло, то есть там продавали собственность, потому что это на море и так дальше. Но далеко это не пошло. А в Крыму, например, а, ну, миллион российских граждан до 2014 года проводили свое лето. После 2014 года эти потоки, естественно, они, так сказать, их всячески пытались там субсидировать, но они все равно иссякали, дошли до ноля. То есть, куда ни смотри, так сказать, как ни на какой не ищи объяснения, всему этому объяснения ты не найдешь. Это так же, как история про НАТО, которая, так сказать, хотели отодвинуть, и оно приблизилось. Как никому и в дурных снах в России не виделось. А также ну, и про многое другое. Тем не менее, почему вы говорите, что климат это один из основных изменяющих ситуацию в мире факторов? Ну, климат действительно меняется, и мы все это видим, и это очень неприятное переживание. Ну, кроме того, это, так сказать, вызывает перераспределение финансовых потоков, новые волны миграции, новые войны и так дальше. Много чего происходит. Ну и впереди нас ждут серьезные катастрофы, связанные с изменением климата. А какие, если не секрет? Ну как? Вы, наверное, читаете газеты. Наводнения, там, ураганы, засухи, голод, гражданские войны или просто войны. Ну и единственным ответом на изменения
эту климатическую катастрофу, является то, что вы, наверное, знаете это слово декарбонизация, то есть уменьшение Уменьшение сжигания, выбросов, да. уменьшение выбросов. Но эти уменьшения выбросов на эту тему существует, ну, целая наука на эту тему существует. Там в Европе тысячи людей над этим работают. Законы были написаны и приняты Европейским парламентом как раз в 2021 году о том, что Европа будет сжигать типа в половину меньше нефти к 30 году и совсем не будет производить эмиссии к 50 году. Это ведь значило, что и российскую нефть будут покупать вдвое меньше там, к 30 году, ну и так дальше. Это касается не только российской нефти, но и там, иранской нефти или норвежской нефти. Но Россия зависит от своей нефти больше, чем другие страны. Да, и вот с этим мы столкнулись в этой войне. Да, нефть некоторым образом здесь как бы питает эту войну. Спасибо большое. Напоминаю, что это был Александр Эткинг, историк, профессор Центральноевропейского университета, автор книг. И книгу, о которой мы больше говорили здесь, это «Природа зла, сырье и государство». Подписывайтесь на соцсети Александра, читайте и покупайте его книги, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся на следующей неделе. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо, Татьяна, до свидания. Да, до свидания.